Всем привет, друзья! С вами Реальный басист, и сегодня у нас на обзоре бас-гитара Sire Marcus Miller модель P7 Alder 4. Ну и по традиции начинаем обзор с обсуждения материалов, из которых сделан этот бас, потому что, это действительно очень важно. Значит, североамериканская ольха — это материал корпуса, канадский твердый клен — это материал грифа, накладка у нас сделана из черного дерева, гриф крепится на 4 болтах, вот такая плашечка здесь с логотипом Sire, в принципе, как на фендерах, и я думаю, что вы уже догадались, что это по форме он очень напоминает Fender. Вот, конфигурация звукоснимателей у нас здесь PJ, то есть это бриджевый сингл, как у джаз-баса, и шашечки, как у Precision. Одна из моих любимых универсальных конфигураций. Также я бы хотел обратить внимание на то, что у нас здесь просверлены дырки в корпусе, и можно струны на бридж устанавливать, пропуская их через корпус. И, как известно, это, добавляет сустейн инструменту. Здесь у нас отсек для 2 батареек. Инструмент является активный. Здесь у нас 18-вольтовый преамп, который питается 2 батарейками типа Крона. Ну и, соответственно, у нас здесь очень много крутилочек, о которых мы сейчас подробнее поговорим. Но прежде чем мы перейдем к крутилочкам, мы послушаем, как звучит этот инструмент на разных звукоснимателях, и начнем с некового датчика. Что касается первого двойного ноба, это у нас громкость, верхняя часть, а нижняя часть — это ручка тона. Работает она и в пассивном, и в активном режиме. Очень важный рычажок, который переключает актив-пассив. Давайте послушаем. Сейчас у нас бас в пассивном режиме, и я вывел, немножечко усилил верхние частоты и низкие частоты. Соответственно, вот эти 3 ручки — это у нас 3-полосный эквалайзер. Так, слушаем пассив. Оп, стало сразу громче, жирнее. Звук такой яркий, насыщенный. Давайте прям на максимум выкрутим. Слышите вот это вот зерно, да? Очень похоже на фирменный Маркуса Миллеровский звук. Прям мне очень нравится. Вот, с выкрученным особенно низом и верхом. Прям жирно-жирно звучит. И вот эта вот средняя крутилка двойная, этот ноб, это у нас параметрическая середина, которая, соответственно, вот верхняя крутилка, она позволяет нам либо усиливать, либо вырезать середину, а нижняя выбрать частоту. Да, вот давайте сейчас попробуем. Вот я усилил средние частоты. А теперь вот этой нижней частью этой крутилки я уже выбираю ту частоту, которая мне нужна. Вот. Моя любимая настройка данного инструмента — это середина в нуле, то есть мы ее не вырезаем, не усиливаем, вообще не трогаем, а на максимум выкрученный низ и верх, и получается вот типичный миллеровский звук.
Хочется сказать в первую очередь, что это, конечно, очень удобный инструмент для тех, кто любит классику, любит фендера, джаз-басы в частности, и кто любит этот звук и эргономику этих инструментов. Я думаю, что порадуется. Все сделано отлично, гриф прям такой тоненький, плоский, очень приятный, лежит в руке просто шикарно. Что касается, дизайна, деки, здесь все тоже в традиционном стиле. От Фендера, практически вообще не то чтобы далеко не ушли, просто не ушли. Конфигурация PJ позволяет приблизиться как к звуку пресса, добавить, например, можно еще серединки и получить такой вот прям традиционный пресижновый звук. Либо можно вот сделать ту настройку, которую я люблю, которую я вам показал, то есть максимум вверх и максимум вниз, середина в нуле и оба датчика вместе 50 на 50%. И тогда получается прям очень похож звук на Маркуса Миллера. Можно нарулить и здесь и Пасториуса, и, в общем, все что угодно. И бас звучит как и в пассивном режиме отлично, так и в активном. Отличный инструмент, действительно. Очень разнообразно звучащий, с большими возможностями. И, никаких у меня к нему, в принципе, нет вопросов. Единственное, что я скажу, что это, конечно, уже не супер бюджетный бас, хотя он, естественно, гораздо дешевле будет стоить мексиканского Фендера, гораздо дешевле американского, тем более Фендера. Но P7, насколько я понимаю, у них модели делятся таким образом, что чем выше цифра, тем, дороже инструмент, тем старше модель. Вот, и поэтому P7 это уже достаточно такая прям одна из их флагманских крутых моделей. Звучит бас действительно очень круто. И, собственно говоря, друзья, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений. И до скорых встреч. Увидимся. Мы это все послушали, теперь я тебе включаю бас. Сначала я включаю бас. Да можно было не кланяться. Феноменально звучит бас.